Всех приветствую на своем канале, и старых моих зрителей, и новых моих зрителей. Если кто меня еще не знает, меня зовут Милена, я живу в Финляндии, большую часть своей жизни прожила в Финляндии. И сейчас я путешествую по Европе. На данный момент мы едем по Италии. Отдыхаю в отпуске, отдыхаю от работы и от самой Финляндии, которая тоже напрягает, и от нее устаешь. Уехали мы на юг посмотреть солнышко, но, как видите, нас иногда настигают такие сильные ливни в Италии, что иногда просто становится страшно. Знаете, в этой дороге было достаточно времени для того, чтобы поразмыслить о разном. Да? То есть, когда едешь длинную дорогу, о чем-то думаешь. Я поймала себя на мысли о том, что я задумалась о том, что для чего люди делают восхождение на горы. Да? Вот мы едем среди этой красоты, я любуюсь этими высокими горами. И, если честно, абсолютно не понимаю, для чего люди карабкаются на высоту. То есть я сейчас не говорю про прогулки в горах по тропинкам, или даже когда на машине поднимаешься по готовой какой-то дороге, да? Я имею в виду больше экстремальные виды спорта, и вот именно восхождение в каких-то еще тяжелых условиях, иногда, когда люди карабкаются на эти вершины. Если честно, я этого не понимаю. Зачем? Для чего? Чтобы что? Я смотрела некоторых таких ютуберов, да, которые занимаются такими экстремальными видами спорта, в том числе восхождение. Ну, как правило, слышу, что хочется что-то доказать самому себе, хочется преодолеть себя, да, или кому-то что-то доказать, что вот я могу вот так. Ну вот не понимаю я их, знаете, я смотрю на эти горы, ну что на них карабкаться, ну что ты докажешь тем, что ты залез на них? Вот абсолютно не понимаю я этих рисков, да, то есть когда ты карабкаешься, вот этим скалолазанием занимаешься, это риски, это большие риски, ты можешь стать инвалидом, можешь потерять жизнь, и таких историй много. Ну вот мне кажется, что это люди, которые карабкаются на эти горы, им недостаточно просто разглядывать вот так горы, да, как пешая прогулка или там со стороны посмотреть или с высоты посмотреть, там, с самолета. Им недостаточно, им нужно вот лезть. Мне кажется, это такая, как терапия, наверное, да. То есть где-то в жизни что-то случилось, что-то пошло наперекосяк. В семье, в отношениях, на работе, в карьере, в профессии или еще где-то. Вот какой-то был стресс, стрессовый какой-то удар или затяжное состояние какое-то было такое, да? И вот человек стоит на месте, он не может сам выйти из этой ситуации, вместо того, чтобы воспользоваться, да, какими-нибудь более современными методами выхода из сложных ситуаций. А, Им нужна встряска для того, чтобы как-то доказать себе, что я еще что-то могу придумать в этой жизни. Вот у меня такие мысли. Ну, потому что по-другому это никак не объяснить. Нормальный, спокойный человек, которому все хорошо в жизни, он же испытывает постоянно встряски, решая вседневные проблемы на работе, в семье, в отношениях, да, он там как-то совершенствуется, решает какие-то задачи. И достаточно этого адреналина, в общем-то, да. Ну, по сути-то, в жизни у нас много всякого разного происходит. Как бы не переборщить с адреналином. А получается, да, человек, который хочет вскарабкаться, вот он хочет, допустим, доказать самому себе, что я вот могу. Но что он себе докажет? Ну, ничего. Ну, он залез на гору. Это просто залез на гору. Если ты полный чайник в построении отношений, ты разрушил там отношения одни, вторые, третьи, разочаровался, отчаялся,
того, что ты залез на гору, ты не станешь мудрее и умнее в отношениях. Потому что эта проблема как была, так и останется. Да, вот многие там лезут на гору после там разрушенных отношений. Или лезут на гору, когда устали там от профессии своей, от работы, какое-то разочарование, потеря. Ну, залез ты на гору, ну что, решились проблемы? Да ни черта. Слезай с горы, решай проблему. Ну, правда, что на нее лезть? Вот я не понимаю, это ведь получается необоснованный риск. Хочется, наверное, просто этим людям потешить свое эго и побыть в такой роли победителя, достигшего чего-то. Вот он залез, он достиг этой вершины горы. Ему хочется побыть в этом состоянии. Ну, это терапия, да? Но вот не обязательно рисковать жизнью, чтобы побыть в этом состоянии. Это чисто абсолютно мое мнение. Вы можете со мной соглашаться, можете не соглашаться. Но для меня вот это единственное объяснение. Потому что, глупое занятие невозможно по-другому никак объяснить. Я такого мнения не только о восхождении на гору, но также вот любые экстремальные виды спорта. Там сплавы вот эти вот, да, каждый год пишут, там столько-то погибло в сплавах, там, ну чего туда лезете в эти бурные реки? Нафиг оно вам надо, господи. Мало что ли проблем в жизни? Или, скорее всего, не мало, а скорее всего, просто вместо того, чтобы учиться с ними справляться, вот проще с рекой бороться, да, махать вот это вот веслом там впустую. Конечно, это на самом деле проще, чем жизнь жить настоящую и решать проблемы жизненные. Вот они туда уходят, там веслом помахали, прошли сплав, вау, я герой. Оно как-то на время, да, ты отключаешься от проблем, я согласна. А рисковать-то жизнью зачем? Займись ты другим спортом. Просто помаши веслом. Интенсивно помаши веслом где-нибудь, да, на реке на обычной. И уже хорошо как бы. А что, зачем лезть в риск? Вот не понимаю я необоснованных рисков. Не понимаю также, знаете, вот есть этот спорт, когда с горы прыгают даже не с парашютом, хотя там тоже свои риски, да, когда с горы с парашютом, а прыгают с вот этими вот крыльями, как летучие мыши. Не помню, как это называется, этот вид спорта. Господи, сколько этого мяса уже валяется по горам, страшно смотреть. Я одно время как-то смотрела такие передачи, правда, этих любителей, пыталась понять. Я ничего не поняла. Это либо какой-то естественный отбор в мире происходит, либо это отбитые абсолютно мозги у людей настолько, чтобы на такое пойти. Но, опять-таки, это уход от реальности, это уход от проблем. То есть вот я такой молодец, я не пью, не курю, но зато я скинусь с горы, да, с какими-то там мышиными крыльями. Кто-то выживает, кто-то там погибает в этих горах. Не понимаю я это. Зачем? Для чего? Что ты там себе докажешь? Ничего. Абсолютно. Ехала, думала об этом. Зачем? Вот красивые горы, полюбуйся ими. Какой красивый пейзаж, как это вообще все выглядит шикарно. Но не карабкаться на них, да. У нас впереди тяжелая дорога, для меня тяжелая, потому что я немножечко побаиваюсь ездить по узким горным дорогам. Там, по идее, должна быть абсолютно нормальная дорога до нашей гостиницы в горах. Вот, так что смотрите, сейчас покажу, как мы будем туда ехать. Скажем так, не очень дорого. 5,60 это стоило. Да. Ой. Голливуд упал. А? Голливуд, говорю, мой упал. Я тут посмотрела, написано 5,60, думаю, интересно, это стоимость этого всего удовольствия. Это так. Да. Вот видишь, ты не можешь выехать отсюда, если не заплатишь. Знаете, перед дорогой мы были немножечко напуганы тем, что в Италии очень дорогие дороги по сравнению с другими европейскими дорогами.
и тем, что другая немножко система оплаты, то есть нет единой какой-то виньетки, по которой ты ездишь по всей стране. Но, как видите, в принципе, все оказалось не так страшно, как мы себе представляли. Либо наш отрезок пути был не настолько дорогим, чтобы прямо из-за этого делать проблему. То есть там 5 с копейками получилось. Это кажется очень даже немного. Вот, учитывая то, что сколько здесь туннелей и мостов понастроили, наверное, это было недешево. А тут самое интересное начинается. Да я поняла уже. Только тут, пожалуйста, очень аккуратно, а то очень ссыкотно. Я так понимаю, у нас недолго осталось, 14 километров. Наверное, на полчаса езды. Сейчас как заедем. А там пуховик нужен будет. Бля, там дальше, посмотри, там будет вообще, конечно, трэш. Да, В там самом будет. конце. Такое ощущение, что вот эта гора, которая впереди, туда мы и едем. Не это, а там, с другой стороны. Ну, я арендовала интересное место. Чтобы скучно не было. Ну, Сейчас посмотри. будет вообще разворот в обратную сторону. Чтоб скучно не было. Прямо знаками обложили все. Довольно-таки широкий сделал, очень грамотно. Знаете, вот когда мы съехали с основной дорогой, которая соединяет здесь деревни, и съехали на нашу дорогу, которая уже непосредственно поднимается к нашей гостинице на самой горе, вот тут вот мне стало действительно уже страшно. Как Юра сказал, что если бы я оставила оригинальную озвучку, что я говорила в этот момент, у меня были бы просто шикарные просмотры. Вот. Но я человек скромный, я не буду такое выпускать. Я убрала все, что я там говорила, потому что слушать это нельзя без подготовки. Было страшно, очень страшно. Дорога стала более узкой. И знаете, вот единственное, что успокаивает, так чисто психологический такой фактор, вот ты едешь, и сбоку в этих обрывах, в этих ущельях растут деревья. И даже если только их кромки видны, но все равно как-то ощущается, что там хоть что-то есть. Потому что если совсем ничего нет, да, это будет совсем страшно. Так, очки надо тебе, нет? Нет, не очки не надо. Что вижу. Нет, я не могу. Когда мы доедем, тогда все буду смотреть. Не сейчас. Просто не сейчас, иначе у меня сердце становится. Мать моя женщина. За что мне такие страдания? За что? На деньги. Бля, за собственные деньги еще. А? Еще и за собственные деньги, да? Вот вам и Линденмеке. А горки я не люблю ходить. В Линденмеке я не люблю ходить, а вот в такое, да. Что там в Линденмеке? Там разве обосрешься от страха? Вот где уже можно 3 раза сходить. У вас ещё- запор, да? Не беда. Это у меня не запор, мне надо вообще срочно где-то остановиться, я вообще уже не могу, капец, как страшно. Я даже камеру не могу в сторону повернуть, мне так страшно. Я ее держу, как это, соломинка. Ты за камеру держишься, да? Держи меня, соломинка, держи. Потому что капец просто. Смех смехом, надо как-то доехать. Там уже почти. А? Там уже почти вот. Нам еще потом с этого спускаться куда-то надо будет, прикинь. О, Мы наконец-то увидели нашу гостиницу, а также мы увидели, что дорога не идет прямо к гостинице, и между нами и гостиницей ущелье. капец. Ну вы забрались, ребята. Как вы тут построились? Промежуток каналом. Смотри, тут еще и коровы могут ходить. Доехать вообще. Точно с другой стороны? На другой горе.
Не, ну вот же ж. Наверное, въезд туда. А, там... А ты как навигатор поставил? Я тебе серьезно говорю, на другой стороне надо. Нет, ну как это? Вот как это? Нет, не может быть такого. В навигаторе дорога закончилась, и в Google Мэпе не показывало ничего, чтобы шло в сторону этой гостиницы. Мы решили, что мы, может быть, не на правильной горе оказались, и нам придется спускаться и заново Рефугио? подниматься. Вот отсюда, наверное. Рефугио, аппарето, опен. Может, отсюда идет дорожка? Вот к ним дорожка, наверное, идет. Вот. Да? Ну, какая-то дорога туда есть, значит, туда. Просто Google больше не ведет туда. Ничего не видит, ни Waze, ни Google. Ну, вот он как какие гуляют. Последний отрезок дороги отсутствует на картах, поэтому не сразу понимаешь, что нужно немножечко проехать дальше для того, чтобы потом свернуть почти в обратную сторону на узкую улочку, чтобы обогнуть это ущелье и подъехать к гостинице. Стоп, наверное, это она. Ну, похоже по картинкам. Монтепура. Мы выдохнули, подъехали, и нас встречал вот такой красивый молодой бычок. И тишина, и красота. Ну, берем вещи и идем. Луна пусть побудет в багажнике, пока будем грузиться. Меня дочка поругала за то, что я не делаю рум-туры тех мест, где мы останавливаемся на ночевку. Вот, поэтому я исправляюсь и в этот раз немножечко покажу, где мы останавливались. Это первый этаж, здесь ресторан, и немножечко продается местной какой-то продукции, какие-то всякие консервированные всякие грибы, какие-то зелень какая-то, я даже не совсем понимаю, что это. И хозяин, владелец этой гостиницы сам прекрасно готовит. Очень большое количество хороших отзывов у него есть в Booking.com о том, какие блюда он делает. Ну, а сами комнаты, апартаменты находятся на втором этаже. Здесь все такое деревянное, дерево, покрытое лаком. Полы такие классные, прямо дерево настоящее. Все очень чистенько. Это вот окно получается туда на гору. Дальше идет гора вверх за гостиницей, да. И вот номера, получается, на втором и на третьем этаже. В комнате нет своего туалета и душевой. Это однозначно большой минус, но проблемы не было, потому что туалет и душевой были напротив, и никогда там никого не было, и очень чисто было. Стоимость такой комнаты со всеми моими скидками, у меня какой-то 3-й уровень скидок в букинге, 99 евро получилось за ночь. И не было ни одной комнаты, где были бы двойные кровати, то есть только вот такие по отдельности, которые можно было сдвигать. Но все было чистенько, вот такое деревянное, покрытое лаком, чистота идеальная. При необходимости можно было включить батарею, которая под окном. Она очень быстро нагревала воздух. Это такая штука, которая работает на газу. И очень удобно, если нужно быстро согреться. Ты моя зая. Привет. Кто там бревна гоняет, а? У тебя там игрушки свои, да? Ты скажи, суровые игрушки в суровых горах.
Это такая игрушка у тебя, да? Вот такая. Ну, играй, играй. Слушайте, глядя на вот эти огромные горы и внизу там где-то малюсенькие деревеньки, вообще создается такое впечатление, как будто все замерло и стоит. И как будто время остановилось. Такое особое ощущение, которое тяжело очень описать. Кстати, если сравнивать воздух в горах Италии с воздухом Финляндии, который считается чистым, я бы сказала, что воздух в Италии более чистый. У него такой даже запах, есть такой запах свежести, знаете. Ну, сложно это передать, это нужно, конечно, чувствовать. Солнышко уже садилось. Мы хотели успеть немножечко увидеть окрестности, полюбоваться. Вон видно нашу гостиницу. Здесь такая поляна получается, такое плато небольшое. Потом горы дальше еще вверх идут, а под нами, под ногами уходит вниз. Примерно 1400 метров. Они отдыхать так же, как мы приехали. Они, скорее всего, машину поставили там, а комната у них здесь. Такие же туристы, как мы. Ну, поснимал? Да. Ну, солнце как раз по горе идет, вон так ползет. Слишком маленькая Ага. это самое. Объем. Даже отсюда с горы вылетаешь, такое ощущение, что картинка вообще не двигается. Все очень огромное. Ну, побольше скорость. Это дело не в скорости. Вот такая штука. Здесь тоже можно арендовать. И вот так с видом на такие горы ночевать. Здесь стоит какая-то антенна. Камера стоит, я так понимаю. И вот такой красивый вид.
Шикарный. Классно. Ко мне. Сюда иди. Вера. Вера, Вера, Вера. Стоп. Луна. Идем посмотрим, что у нас там. Ай, какие там бревнышки. Пойдем пройдемся. Что у нас? Как высоко. Иди сюда. Антяш, иди ко мне. Где твоя игрушка? Дай. Дай игрушку. Антик, дай игрушку. Дай, моя умница. Дай. Перетягивалки поиграть. Дай. Вот так. Вот. Ух, такой волк у нас. Ой, я руку оторвет так. Бабочек пошла гонять. Вот так. Вот так нам классно. А в травку. Вот как нам классно. Там нора чья-то. А где игрушка ты потеряла? Где игрушка потеряла? Лунтик, где твоя игрушка? Ты потеряла игрушку. Где она? Вот она, скорее забирай. Вот умница. Ой. Иди ко мне. Слишком много камней, чтобы с ними играть. С каждым камешком нужно поиграть. Антяш, Лунтик, пойдем. Смотри, какие красивые это. Гора ушла прям в облако. Облака красивые. Гора прям вся скрылась в облаке. В мысли еще было хоть чуть-чуть видно, а сейчас вообще ее все закрыло. Здесь очень много разных тропинок, дорожек, каких-то путей для прогулки. И вверх по горе есть, и вниз с горы есть. Такое ощущение, что здесь вообще все в каких-то тропах, с
сказочных тропах. В общем, погулять тут есть где. И оторваться от города, побыть среди природы, где вообще практически нет людей. Вот это самое классное место, по-моему. Я даже пожалела, что мы остановились на такое короткое время здесь. Прям хотелось здесь задержаться на подольше, насладиться вот этим всем. Но у нас впереди еще очень большая программа, так что хотелось все успеть. Много мест было запланировано других, не менее красивых. Поэтому вот так. Ого, какие тут виды. Ого, какие тут тропы. Она так вот не петляет там дальше. Петляет. Так же, как и дорога, по которой мы ехали. Ой, как страшно. Ой, как высоко. Вечернее солнышко подсвечивает горы. А туда я сейчас палкой. Там ниже тропинка есть, видишь. Ужас. Страшно? Высоко. Нет, мне страшно. А это все с камешками играется. Да. Убитая. Да. Пойдем обратно вверх. Обалдеть. Смотрите, какой красивый вид из окна с утра. Просто обалдеть. Тишина, красота. Вообще. Сейчас на балкончик выйду. Здесь тоже вон какой вид. Как тут открывается. Собака, конечно же, в первую очередь побежала. Ой, я чуть не упала. О, там коровки. Ты коровок видишь? Нет? Там вон коровки пасутся в поле. Как красиво. Вон, ты только не выпрыгни отсюда. Ты так скачешь, как конь. Какая красота. Высоко. На отметке там было, на въезде было написано 1428 метров над уровнем моря. А вон, смотрите, дом стоит, да? И за ним облако поднимается на уровне облаков. Красота. А вон там вон тот вагончик, который стоит на пригорке. Это сдается. Там молодая парочка. Оттуда вид прямо вниз туда. Очень красиво. Красота. А здесь коровник вот этот. Кстати, запаха от них почти нет. Чисто очень. Убирают все. Здесь цветочки. Цветочки, цветочки. Тихо так. Вообще красота. Что с этой стороны у нас? С этой стороны у нас тоже лес. Монтепуро. А, вот написано, кстати. 1420 метров над уровнем моря. Представляете? Я так понимаю, это Малагапура. Малгапура называется гора, это, наверное, да? Агритуризм.
Там еще есть этаж один наверху. Там тоже какая-то комнатка есть. Это наши окна. Собака сторожит двери, чтобы никто не зашел. Да. Охранница. Что? Слышала, что тут кто-то ходит? Нет, туда нельзя. Там люди ходят. Луна, не надо тут. Луна. Луна, иди сюда. Нельзя туда лезть. Да, охранница еще-то лезть начинает везде и всюду. Так классно, коровки гуляют. Тишина, прохлада. Ты соседей решила встретить, да? Решила встретить соседей. Ну, кто там ходит? Выглядываешь. Непорядок, да? Собака-охраняка. Ой, как красиво. Солнышко поднялось. Уже сегодня тучки. Тучки вон там поднимаются. Они по горе ползут вверх, походу. Красиво. И вон тоже там тучка из-за горизонта поднимается. На уровне туч находимся. Обалдеть. Красота. Всего 2 машины. Мы сегодня катим дальше. Сейчас поедем еще озеро смотреть одно. Здесь рядышком. Ну как, по карте рядышком, но как начинаешь ехать по горам, это очень медленно. Сейчас поедем смотреть озеро. Недалеко здесь есть красивое, маленькое. Поедем туда. Машина там поехала. Здравствуйте. Сюда солнышко уже светит. Сейчас сюда солнышко светит красиво. Бычок он гуляет. Да. Все стадо там. О, нифига, давай. Приятного аппетита. Юра, повернись туда. На нас напали облака. Прикинь? Ну вот облака так вокруг идут, она же, видишь, получается, эта влага вся оседает. Да. Мы в облаках. Обалденный вид такой. Так, это местные бандюки. Что-то привезли. Местная мафиози. Ой, как красиво облака. Пойду к бычку схожу в гости. Стоп! Эй! Луна, иди сюда. Она же меня пошла охранять. Сюда. Держи ее, хочу бычка снять. А то она за мной сейчас пойдет. Бычок.
Хорошенький. Я ушла. Да. Тихо. Тихо, Луна. Все со мной в порядке. Такой красивый бычок стоит. Да. И розовый нос у тебя. Нельзя с бычком разговаривать мне, да? Нельзя разговаривать мне с бычком? Что ты сидишь, хвостом виляешь? Всё? Тихо, тихо. Тихо. Смотри, как красиво. Да все, успокойся. Тут я. А, вон какая красота. Облака к нам пришли. В нашу сторону ветерок. И они идут сюда. Вот она здесь что. Ну что, едем дальше. Эту красоту посмотрели. Ну что ты тут носишься? Что тебя носит? Нет. Поехали дальше. Пошли. Собираем миски. Бычок. Бычок писает опять. Сколько можно писать? Стоит и писает от страха, наверное. Капец. Все, поехали дальше. Камни мы еще не возили, конечно, будем сейчас возить. А, у него во рту камень, что ли? Самосвалка теперь. Во рту камешек? Да. Мы теперь самосвал. Чисто на зло просто взяла, да? Раз не пускаешь меня никуда, тогда я камень возьму в рот. Не, я так и опустила, она рядом с тобой постояла и взяла. Ну, это вредность. А кто еду не доел? Луна, кто еду не доел? Будешь доедать? Приятного аппетита. Тебе холодильник подсовывают под тебя. Ух ты, вредность. Вредная собака.